Постараемся совместно с вами разобраться, что произошло с рынком жилой недвижимости благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона. Хочу напомнить вам, ну так, чтобы не скучно было вам смотреть. Помните, такой был персонаж Шерлок Холмс. Это человек, который занимался расследованиями, да. И вот в основе его, так сказать, расследования лежала научная методология, как ни странно. Это метод, знаменитый его метод дедукции. То есть от общего он уже переходил к частному. Я в своих исследованиях, я не расследователь, я исследователь, я исследую в данном случае рынок недвижимости и также применяю этот научный метод, метод дедукции. Если говорить простым языком, я сначала показываю картинку, это сводные, обобщенные данные в целом по рынку, что произошло с недвижимостью. Здесь будет и первичный, и вторичный рынок, также будет в разрезе классификации недвижимость. А потом уже перехожу к декомпозированным данным, то есть сначала у вас картинка полностью появляется, что произошло с недвижимостью за месяц, а потом мы уже это декомпозируем по более таким подробным параметрам в разрезе уже, естественно, даже административных районов по городам. Так что вот на примере совершенно, мне кажется, простой такой, да, но достаточно интересно, как может метод дедукции применять в анализе рынка недвижимости. Итак, друзья, расскажу, как пользоваться данной картой. Будем говорить в где-то первые 10 минут про город Николаев. Город Одесса я записал уже видео где-то неделю назад, поэтому вы можете просто посмотреть его. Будет, я ссылку дам на город Одесса. А вот город Николаев, он, естественно, у нас посвящено первая половина видео именно этому городу. Итак, начинаем с населения. Население 486 тысяч, это довоенное население. Сейчас я предполагаю, что 1300, наверное, живет, друзья. Кто с Николаева мне смотрят, напишите, как ваши ощущения. Людей больше на улице или же меньше? Я все-таки предполагаю, что 1150 стало меньше. Ну, все-таки это прифронтовой город. Кто-то мне скажет, да какой там Николаев, а где, посмотрите. Друзья, ну вот я очень хорошо знаю данную область. Вот давайте на карте покажу. Вот это у нас Кимбурская коса. Видите? Показываю указочкой. Это, друзья, Николаевская область. И она находится под контролем Российской Федерации. В свое время я прожил несколько лет в городе Очаков. Видите, вот здесь. Это тоже город, который административно подчинен Николаеву. То есть это Николаевская область. Кстати, сейчас город Очаков, ну, реально, особенно первую береговую линию, просто, ну, выносят в ноль, что называется. Ничего там не остается. Поэтому очень жалко, был тогда молодой, хорошо помню, в это время море, лиман точнее, да, и вот так война разрушает целые населенные пункты, города. Поэтому все-таки я считаю, что Николаев это прифронтовой город, и, естественно, все процессы, которые связаны с рисками, они в полной мере здесь присутствуют. И потом мы дальше будем говорить об этих рисках, какие они, и как они отражаются на рынке недвижимости. Итак, количество предложений, друзья, на сегодняшний день зафиксировано мною и компанией Olymp Consulting 8990 квартир, которые были выставлены для продажи в апреле месяце 2026 года. Вот вдумайтесь только, друзья, в эту цифру. Сразу же мне задают вопрос, это наиболее частый вопрос: Андрей, откуда у тебя информация? Также внизу под видео оставлю ссылку на у меня записано такое большое видео, где я посвящаю именно как мониторить рынок недвижимости, какую методологию применяю, естественно, научную в своем мониторинге рынка недвижимости. В этом видео не будем об этом говорить, но вот только подумайте, что 9990 объектов жилой недвижимости – это очень даже себе репрезентативная выборка.
Вообще репрезентативная выборка или же выборка, по-простому говорить, которая заслуживает внимания с минимальной статистической погрешностью, это больше 2000 объектов, да, если попадает в эту генеральную выборку. А я вам показываю почти 9000, причем выборки эти однородные, то есть это и по классам разбиты, и по сегментам, то есть, ну, статистика, если правильно с ней работать, позволяет достаточно точно показывать состояние рынка, что я и делаю. И вопрос с риэлтором, которые любят надо мной подшучивать. Откуда ты знаешь, что происходит на рынке? Ты же не риэлтор. Друзья, спешу вас огорчить, что риэлторы как раз они и не знают, что происходит на рынке. Почему? Да потому что они являются продавцами. И если вы спросите любого риэлтора, даже со стажем больших, кстати, я очень уважаю этих людей и знаю очень много людей, которые действительно очень давно в этой профессии работают. И когда-то даже у меня было агентство огромное по всей Украине, 10 городов были, так сказать, эти самые офисы. Поэтому я очень хорошо отношусь к этой профессии, но задача риэлтора – это продавать. И если даже опытный риэлтор во времена вот сложные, военные, продает 2 квартиры раз в полгода в городе Николаеве, то это, друзья, успешный риэлтор. Поверьте, я знаю, о чем я говорю. И также знаю, сколько они зарабатывают. То есть это далеко не самая такая лучшая профессия с точки зрения зарабатывания денег. Так вот, риэлтор, который продает 2 квартиры в полгода, разве он может знать, что происходит с рынком? Он ничего не знает, кроме того, как о стоимости своей квартиры и предположительной стоимости квартир, которые продаются в этом же так, административном районе, назовем это так, да, ни больше, ни меньше. Я же работаю просто с большими, огромными цифрами, и это вам показываю на этом видео. Итак, переходим к социальному жилью. Социальное жилье, буду говорить только о процентном соотношении, за месяц снижение минус 0,21%. Квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок, показали также динамику снижения минус 0,16%. Переходя к следующему сегменту рынка недвижимости, это уже первичный рынок, мы видим, что динамика снижения и здесь присутствует. Первичный рынок, квартиры эконом-класс подешевели на 0,23%. Ну и первичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс также подешевели аж на 0,77%. То есть это достаточно серьезно подешевели. Риски вот эти войны, они именно и заключаются в том, что чем хуже, тревожнее ситуация в городе, тем больше прилетает по городу. Соответственно, ну, настроение у продавцов менее, так сказать. Помните, меня спрашивают, откуда ты знаешь, сколько стоят квартиры, за сколько они проданы. Я не знаю, за сколько они проданы. Я просто предполагаю, и у меня есть еще раз методология, по которой я определяю справедливую рыночную стоимость. Поэтому я работаю с предложениями. Это люди, которые продают квартиры сами или через риэлторов. Вот те же самые предложения я обрабатываю по определенному алгоритму. Поэтому мы видим, что город Николаев на протяжении 2025 года, 2026 года медленно и уверенно показывает снижение стоимости квадратного метра, в отличие от города Одессы, который только в апреле месяце впервые показал по нескольким классам снижения стоимости. Хотя Одесса более прифронтовой город, достается ей гораздо больше. Почему? Потому что портовый город, и бомбятся порты, и выносится в ноль, что называется, инфраструктура портовая. А город Одесса весь 2025 год показывал динамику роста, в отличие от города Николаева. Но, подводя итоги за месяц, переходим к табличке. Видим табличка экселевская. Здесь мы будем говорить о средней арифметической стоимости квадратного метра в целом по региону. Итак, город Одесса. В качестве примера привожу класс социальное жилье. Сравниваем апрель 2026 года с, естественно, мартом 2026 года. То есть это у нас колебательные процессы длиной в 1 месяц.
Одесса $730 за квадратный метр, снижение за месяц минус 0,27%. Это впервые, друзья, в 2026 году в апреле мы увидели незначительную динамику снижения. До этого рынок показывал динамику роста. Город Николаев $477 за квадратный метр, очень сильно уступает в стоимости городу Одесса, вы это видите. И снижение за месяц минус 0,21%. Среднее арифметическое число в целом по региону. Город Херсон, друзья, я не учитываю. Для примера можете посмотреть. Здесь 22 год, март. Это еще информация публиковалась мною. Сейчас я не публикую. Почему? Потому что там нет реально рынка. То есть там люди пытаются что-то продать, но это безуспешно. Поэтому город Херсон, я сейчас, так сказать, данные по нему не даю. Итак, среднее арифметическое число 604, как оно считается, вы прекрасно знаете, это в целом по региону. Сравнивая, естественно, март с апрелем 2026 года, мы видим, что незначительное снижение минус 0,25% за месяц. Индекс отрицательный 0,998. Ну, по поводу индексов, друзья, расскажу вам позже немножко, что это такое. И, ну, как оно называется, на примере, да, чтобы вы просто понимали, как считаются индексы. Переходим, друзья, к более декомпозированным